Всем привет, ребят! Вы на канале Margulis Channel. Мы продолжаем проходить Silent Hill 3. Собственно, нашел я какой-то орех. Куда-то его надо применить. Но сначала мы будем обследовать территорию, которая возле магазина и так далее. А вот эти чуваки тут не нужны. До свидули. Вообще даже не дверь. Закрыто. По-моему, я вернулся назад. Да. Ходов, короче говоря, немного. Получается, нужно идти туда, где был вентилятор у нас. Это соседняя дверь с правой стороны. Не будем на них обращать внимание. Здоровье не казенное, патронов нет. У меня же нет патронов, правильно? Да. Значит, что у нас? Она говорила про какой-то яд, который можно сделать с помощью отбеливателя и моющего средства. Там есть вентилятор. Сейчас мы это дело будем как-нибудь применять. Сначала, наверное, лучше его выключить. Попробуем в такой последовательности. Был. Так. Тут у нас насекомые какие-то. Тихо. Ну что? Страшно, опасно. Травить. Вот, значит, соединяем это с этим и используем. Да? Окей. Прям в ведре забодяжило. Тихо ты. И валяй туда нахрен. И теперь включаем вентилятор. И по идее это все дело должно разнестись. Включаем. Попробуем зайти. Да, насекомые все подохли. Дверь закрыта. Тут просто коридор. Звуки подозрительные. Комнатенка. Так, патроны. Раз, два, три. Если я не ошибаюсь, будет скоро босс, и поэтому надо конкретно экономить патроны. Вяленая говядина. Поэтому бегаем максимально с трубой и стараемся никуда не встревать вообще. Сломано. Закрыто. Так, тут две двери, и тут тоже. Ладно. Шастаем, смотрим. Ну это получается я с обратной стороны, что ли, пришел? Ну, почти. Хорошо, хоть никто с каталог не встает. Слава богу, блин. Биться с ними совсем не хочется, когда у тебя одна труба. Что-то с орехом надо сделать еще, кстати сказать. Ай-яй-яй. Подожди. Вот здесь проверим еще. Все. Но мне получается только сюда идти. А там у нас вроде как один ход.
Зашел. Блять, все орет, все пищит. Тихо, тихо, ну ты еще не свались туда. Эй, ребят, что-то вас много на одном квадратном метре. Бляха. Вставай. Очень, блять, они не дают. Все здесь просто. Жесть какая-то. Тут очень много всего носится. Темные пятна на каталке. Нереально не дает пройти. Что это такое? О, слушай. Какие-то тиски. Для ореха. Отлично. Что это? В скорлупе нет ореха, всего лишь какой-то камень. Я взяла лунный камень. Ну, как вариант, вот этот камень можно использовать на этой, как его, на стенке. На двери, точнее. Так, а по карте... Можно, конечно, пробежаться. Ну, давай, сохранимся, короче. Бла-бла-бла, ну давай. Мы здесь сохранимся, и там, наверное, когда я применю камень, откроется дверь, и по идее будет босс, наверное, так. Поэтому сейчас максимально нужно будет оббежать. Дай, блядь. Да. Бежимте, бежимте. Открыто. Почему тут так много всего нахрен бегает за тобой? Так, это получается, я вот здесь оказался. Давай вернемся. Я хочу попасть обратно вот в этот большой коридор. Вот в этот вот. Блять, если бы она ровно еще бежала, было бы здорово. Бля. Так, я, по-моему, отсюда прибежал. Или нет? Заходим обратно. Угу. Вот сюда. Да, блядь. Вот эта вот анимация, пока она спотыкается, больше всего, наверное, раздражает. Ладно, перед боссом аптечку сожрем просто, да и все. Да, завалили. Нет еще, ты жива. Ну охренеть. Вот в эту дверь я, помню, еще не заходил. Да. Так, нужно всех обхитрить, короче, и свалить на второй этаж. На третий, получается. Народу много появилось, вообще они бегать не дают нормально.
тоже кто-то ходит. Так, завалили меня наконец-то. Ну тогда сейчас просто идем от сохранения на 3-й этаж. Открываем лунный этот камень. Лунным камнем дверь. Сообразить бы только, куда идти. В панике тут носишься просто. Да ёпта. Они не дают нормально развернуться просто. Эй. Да, бля. Все. Так, а вот здесь, если я пробегусь... Ни хрена не видно вообще. Ну да. Вон там какая-то лестница. Угу. Да, стопудово мне на 3-й этаж. Это единственное, откуда я могу выйти. Бля, ну дайте пройти. Короче. Я его хоть бью. Нет, зато он меня лупит хорошо. Он не дает пройти. А я по нему ударить не могу. Толкаем моба, что сказать. Да. Где я вообще? Угу. Так. Где у нас тут комната с сохранением? А, ну все понятно. Вот сюда куда-то. И потом прямо. Нет. Угу. Значит, следующий. Сейчас мы здесь сохранимся. Обезболивающего нету. Ну давай аптечку одну сожрем. Одна аптечка есть. Нет. Оружие. Взять в руки. Перезаряжаем. Все. Тащим. Тихо. Сохраниться-то надо. Ни патронов, ничего не валялось такого лишнего, так что... Просто топаем на 3-й этаж и открываем заветную вот эту дверь с лунным камнем. И оттуда, по идее, я должен спуститься по длиннющей лестнице вниз, которую было заметно. Так. Предметы. Лунный камень. В смысле не можешь? А вот так можешь? Ну. Все. Три пачки патронов, где-то 30 штук у меня их. Там кто-то ходит, поэтому придется все-таки пока трубу взять. 30 патронов, я думаю, должно мне хватить на это, на босса. Сейчас мы еще здесь что-нибудь посмотрим. Норман.
Он там где-то сзади меня, да, полетел стопудово. Ну и ходов-то тут тоже не остается. Да. Значит, заходим тогда вот. Сейчас вот в этот закуток я покажу. Да. Все, я просто пробежал по кругу. Двигать надо вот сюда. Давай, в руки пистолет. Тихо, ну что ж ты, блин. Кривая это такая. Ну, лестница. То есть 2 раза нужно было ей споткнуться, чтобы в лестницу в эту попасть. Надеюсь, я пока спускаюсь, меня никто дергать не будет. Потому что тут просто все 3 этажа были забиты монстрами. Все, первый босс. Червячок. Он будет вылезать вот с этих дырок, короче. Надо вспомнить, как его мочить. По-моему, надо отходить, когда он в тебя с открытой пастью летит, и стрелять в него. Вроде так. It's Jody! Отходим. Вроде все правильно делаю. И все. И хэппи-энд. Завалили червячка. Заморили, так сказать, червячка. Все, глюки у тети закончились. Снова возвращаемся в обычный мир. Это торговый пассаж, как тот, что был раньше? Я вернулась. Явилась, не запылилась. А по идее все, короче. Мы должны теперь, да, перезарядим. И возьмем в руки все-таки палочку. Я вот не знаю, стоит ли вообще все это дело обходить. Вообще, по идее, придется. Как бы ты ни хотел, как бы нужно выход этот найти. Не думаю, что тут будет что-то сейчас полезное. Все закрыто, естественно. Ну, звуки дергающихся дверей, как бы, со второй части взяты, как бы, они вообще не парились с этой фигней.
стали ничего менять. Да. Так, сюда и двигаем. Угу. Угу. Давай сюда заглянем. Ну, сейчас, как обычно, такое всегда бывало. Монстра победил, сейчас никто тебя не трогает, никого не будет. Просто идешь до определенного скрипта с видео, там будет какой-нибудь заставочка. Собственно, первый уровень типа пройден, этап. Сохранение, аптечка, куча патронов. Это очень хорошо, что куча патронов. Всё. По-моему, она в этой кафешке очухалась, если я не ошибаюсь. Давай дверь дернем. Это вот говядина, говядина. Ну, прямо ее раздают эту говядину, я так и не понял, как ей пользоваться. И типа собак надо прикармливать или что? И типа ее бросаешь собакам, они на тебя не нападают, как-то в этом роде. Сохранение. Давай сохранимся, чтобы лишний раз боссов тут не проходить. Можно уже первую переписать сохраненку. 2:49, ой, 1:49 отыграно. Так, да, давай вот эти двери. Да, все, скрипт сработал. Черт, я там вот еще не обыскал. Это вы? Меня жалко, назад не вернут. Вы должно быть один из них? Что я такого сделал? И что ты имеешь в виду под одним из них? Вы вместе с Клавдией, не так ли? Клавдия? Что о ней? Она попросила найти тебя, вот и все. Итак, вы один из них. Клавдия сделала все это. Слушай, меня просто наняли, чтобы найти тебя. И я не на чьей стороне. И я ничего об этом не знаю. Почему бы тебе просто не рассказать мне, что тут произошло? И этот монстр. Что это за чертовщина была? Я знаю не больше вашего. Я лишь знаю, что здесь происходят действительно странные вещи, и у меня странные чувства, что со мной что-то происходит. Может, вы всего лишь невинный очевидец, но я не могу чувствовать к вам сожаления, ибо вы причина того, что я теперь здесь. Если бы вы не нашли меня. О чем ты говоришь? Что в тебе такого особенного? Если бы меня это не волновало и не расстраивало. Но я знаю, что здесь что-то не так. Что-то такое, чего я избежала и забыла на долгое время. Но как я это вспомнила? Что случилось? Ничего. Куда ты идешь? Я еду домой на метро. Что мне делать? Да откуда я знаю? В общем, никто ничего не знает, но все только догадываются. Вот в этом и заключается абсурд. Так, ну вот, собственно, второй уровень метро. Да, вот жалко то, что я там не успел посмотреть. Там был любопытный такой закуток. Ладно, если я не ошибаюсь, то бегать по метро приходится в 4-й части и, по-моему, в какой-то еще.
Но здесь тоже придется прилично. Это довольно-таки большой, наполненный лабиринтами уровень. Не помню, тут будет альтернативная версия или нет. Карты нету. Самое хреновое, то что вот в таком большом помещении нету карты пока. Но мы ее обязательно где-то должны надыбать. Леди, джентльмен. Так, может быть где-то здесь карта? Блин, может быть вернуться все-таки? По-моему, я там что-то не смотрел. Давай вернемся. Нашел я вот здесь. Там, по-моему, еще один был какой-то коридор. Не знаю, отсюда зашел, да? Тут надо вот прямо, я помню, то, что надо будет вывески вот эти читать. На вывесках типа, так, я отсюда пришел. Вывески наверху на потолке, они будут обозначать, какую примерно сторону тебе идти. Ну, естественно, это точно не будет объяснено, типа догадывайся сам. На стенках еще надо зырить. Сюда очень плохо вообще, когда у тебя карты нету. Так, ну все, тупик. Уже лучше. Плохо, когда карты нету, сразу же просто как без рук. Ну, потому что привыкаешь ориентироваться в одинаковых помещениях, только с помощью карты. Хотя бы визуально. Ну да, только сюда мне остается. Надеюсь, карта будет на очевидном месте, потому что пока ты ее не найдешь, тут ничего не сделать. Может быть, вот эта карта? Здесь есть карта метро, ну так а ты и возьми. Что мешает? Ох уж эти бабы. Так, вот туда даже можно пройти. О, вот здесь карта. Вот она. Всё, отлично. Карта метро. Смотрим. Тун-тун-тун. Угу. Сверху я, получается, пришел, там закрыто все. Я здесь зашел, большое помещение. Там будет две лестницы. А здесь проходы. Ну давай тогда вернемся. Сейчас вот здесь сначала я загляну. Закрыто. Тут у нас получается два спуска вниз. Мне в какой-то из них надо будет по периметру пройтись. Закрыто. Отлично. Вот хорошо, когда есть чем пострелять. Прям замечательно. Одна основная лестница. Подожди. Ну, я думал то, что я в другую сторону пойду. Ну хорошо, ладно. Начнем тогда с этой стороны все обходить. Рычит так. Или мебель двигает. 35 таджиков. Все, я понял. Уже по-любому что-то может на лавочках валяться. Обезболивающие какие-нибудь. Да все что угодно просто. Полезные предметы могут быть в любом месте. Сломан. Тут у нас, ну, естественно, тоже сломан. Все, тут закрыто. Лавочка. Пусто.
Так, ну в этих сортирах я уже заглядывал в них. Да. Все, в принципе. Хотя, ну, давай еще лестницу вот эту проверим, которая будет прямо. Ее типа надо просто подергать. Да, все, она теперь отметилась. Все, идем, короче, тогда в другую половину. Либо основная вот эта лестница будет с правой стороны, либо две мелких работать. Тут как раз проблема вот этого уровня в том, что ты будешь много бегать по вот этим вот лестницам. Потом путаться в переходах между уровнями и так далее. Тут запутан тем. Так. Ладно. Это переход на третий этаж. То есть я, получается, снизу вверх просто спускаюсь. И еще вот такие тут закутки. Которые прям все. И надеюсь, тут альтернативного мира в метро не будет, потому что просто взрыв башки тогда начнется. Так. Ага. Я иду на подъем, получается. Дверь плотно закрыта. Хранение. Блин, ну давай долбанемся. Чё бы нет-то. Лишним не будет. Там, ну, те же самые патроны не надо будет заново собирать и все такое. Это желтое такое. А, ну это подъем, да. Подъем получается на основную лестницу? Не совсем. Я бы по центральной, наверное, поднялся. Вот под той правой стороны. Потому что что-то мне сдается, что я тут много пропустил. Угу. Здесь я был. Но не было, получается, с той стороны, куда у нас разветвляются вот эти вот пути. Давай попробуем. Вот так спуститься. И вот. Ага, тут вообще все закрыто. Ну и хорошо. Так проще. Вот, замок какой-то. Так, и что? Цепь удерживает дверь закрытой. Гайка затянута очень туго, я не могу открутить ее вручную. Угу. Ну, нужен ключ, я могу сказать. Хреново, что тут, ну, примерно понятно. Вот, короче, где красная такая вот толщенная линия с правой стороны, собственно, квестовый предмет нужен. Либо квестовая дверь какая-то. Ну, что-то, блядь, в этом роде. Пошли с этой стороны, да. Что-то лежит? А, нет. Нет. Что тут открыто? Спуск на третий этаж. Так. Ну, что я там спущусь, что я здесь. И, короче говоря, получается, у нас уровень растет практически в геометрической прогрессии. Больше лестниц, там сейчас еще больше будет.
Все, поехали шипеть. Тут, по-моему, будут собаки. Или собаки, или привидения как раз появятся, которые постоянно будут доставать в 4-й части. Не помню. Что? Проход завален мусором. Это спуск получается с какого-то из этажей. Ну, сейчас попробуем перейти. Еще ниже. А кто шипит постоянно? О, там. Иди сюда, собака. Блять, ты дашь себя ударить? Задолбала. Пиздец. Многократно меня прыгает, когда я не могу ударить ее. Сучара. Нет, так дело не делается. Придется собаку мочить. Конкретно. Все. И дело с концом. Блин, на одну собаку столько патронов ушло. Жесть. Это не есть хорошо. Нормально. Ну, тут титр уже, блядь, дай тебя повалить. Где еще псина одна? Они ж, сука, житья не дадут. Давненько тут, кстати, не было обезболивающих. По-моему. Где-то в мусоре могут валяться. Так, ну тут все, там спуск на 4-й этаж получается. Ну давай попробуем. Сейчас еще раз вот так быстренько. А ну, пошли. Пойдем еще ниже. Вот смотрит он. Вот смотришь. Угу. Проход завален мусором, не могу пройти. Тут и ничего, то что тут труп лежит. Нормально. Да, мусор. Обезболивающие. Патроны, кстати сказать. Все, она больше туда не смотрит. А что за ящик? Не интересен. Ладно, я понял. И все причем, да? Давай, обезболивающее сожрем. Попробую все-таки с этим делом побегать. Давай. Что делать? Попробую с трубой, но что-то как-то против собак это не очень эффективно. Они, блин, просто быстрее тебя элементарно. Ну, так и должно быть, по идее. Ну, что-то просто, ну, нахрена мне давать трубу, если я ничего с ней не сделаю, не могу никого убить. Тут у нас что? Кусачки. Так, наверное, это не кусачки, а больше на ключ какой-то похоже. Нужный мне. Правильно? Давай-ка осмотрим предмет. Чик-чик. Ну, это ключ гаечный прям, только какой-то он очень странный, ржавый и поломанный.
Пользоваться, соединить. Ну, вернемся тогда назад, что. Блять, они зареспаунились все. Вот, суки. Надо искать, где подъем. Где подняться. Где лестница. Блять, не здесь. А что тогда шипело сейчас? Собаки же, по-любому. Да, вот здесь подъем. До свидули. Так, смотрим. Угу. Просто получается мы отсюда выходим. По прямой. И туда вниз. Этой цепи. Да. Бла-бла-бла, туго натянуто. Всё. Так мы спустимся на 4-й этаж. Ниже еще опять. Да, блядь, где собаки всякие. Что делать? Угу. Я буду кататься на метро, короче говоря. Я понял. Любезно дверь открыли. Что тут? Кто рычит? Не очень-то туда хочется заходить, конечно. Так, а тут у нас дверь какая-то. А еще ниже можно спуститься. Блин. Заманчиво. Замок сломан. Хрен знает. Ну давай пройдемся по этому. По вагончику. Ну, по-моему, на нем кататься нельзя. Туалет. Такое вкусное, но, блин, я не знаю, как бы не лишний раз не подохнуть. Что это такое? Лежит? Это лежит. Что это такое? Ну, не берешь там. Для дробаша. Хорошо. А где сам виновник торжества? Вот он. Нет, не думаю. Я знаю, что никто не дарит мне такие вещи. Но я все равно возьму его. Он пригодится против монстров. Я взяла дробовичок. Мужичок, дробовичок. Ну, значит, мне надо будет просто вниз спускаться. Еще ниже. Многоуровневое метро, это странно. По-моему, оно всегда как-то должно быть... Ну, не должно глубже уходить. Опа. Там лежит какая-то хрень, которую надо замочить. Но давай-ка мы сначала вниз спустимся. Прежде чем надо же убедиться, может быть, я зря потрачу патроны. Это где я вообще? Я не знаю. Ну ладно. Давай сходим. Мусор. И фигня. Брать тут нечего, походу. Ну давай, да. Добежим, короче, этот уголок. Посмотрим, что к чему. Еще ниже, да вы серьезно? Жесть. Ну тут также просто вниз спускаешься. Я не знаю, нужно ли там хрень эту здоровую валить на лестнице.
А еще ниже. Допустим. Там уже кто-то есть. Да давай, короче, возьмем пистолет. Что-то мне сдается, пушка тут не очень эффективна. Помню то, что я когда-то на лавочках что-то собирал. Там есть проход, кстати, но есть и красная дверь. Открыто. Окей. Кто такие? Аж 3. Давай мы сейчас еще третью собаку захерачим. Будет норм. Будем, короче, тотально псины стрелять. А ты ко мне поднимешься? Они же прыгучие, в принципе. Нет? Он застрял, походу. Ну и пусть бегает. Так, давай осмотримся. Может быть, тут что-то на лавочках я пропустил. Кстати, собака, походу, исчезла. Или нет? Или да? Нет, она там бегает, все нормально. Пошла нахуй. Но это уже ходом не является. Давай наверх поднимемся. Красную дверь, по-моему, можно зайти, но там она должна вроде как зеленым загореться, что ли, чтобы она открытая была. Как-то вот такой замес. Я припоминаю что-то. Здесь у нас. Давай посмотрим. Угу. Вот я вижу, обезболивающее валяется. Хорошо, дайте патроны. Автомат, гранат побольше и одну мину. Ага, это я, получается, с другой стороны обошел. Я там уже бегал. Ну и здесь просто не пройти. Все понятно. Вот примерно в той стороне где-то дверь с красным этим цветом. Цветом. Окей, я понял. Сейчас мы попробуем вот здесь еще подняться. Две же лестницы, правильно? Одна. Как-то вот этот свет надо с красного на зеленый переключить. Вот просто что-то вот мне такое припоминается. Угу. Сейчас мы вот там сохранимся, чтобы заново не оббегать. Но зайдем с лестницы, которая будет закрыта. Ну, которую я еще не юзал. Я перезаписался. Так, давай назад. Угу. Вертаемся и сюда. Нет, не сюда. Сюда. Возможно, этого жердяя придется валить. Что такое? Я читал это очень давно. Это какой-то оккультный журнал. Полная ерунда, конечно. Но нет ничего плохого в том, чтобы читать его для развлечения. Души тех, кто умер из-за несчастного случая, не осознают того, что они умерли. Иногда они остаются блуждать в том месте, где погибли. Эти души потеряли свои человеческие мысли и чувства.
Они могут только чувствовать боль того момента, в который они умерли. Боль становится настолько сильной, что они материализуются. Они хотят забрать жизнь у других людей, и в это время они могут управлять людьми. Эти места называются местами самоубийств и высокого риска. Вы должны быть осторожны, находясь в этих местах, особенно в тот день, когда случилось происшествие. Если, конечно, не хотите, чтобы это случилось с вами. Очень, блядь, лаконичная записка. Угу. Тут еще она делится на два. Ну давай с этой стороны обойдем. Ну и что ты орешь? Да, короче. Блин, как тут все запутано. Тут у нас что? Тоже обезболивающее и аптечка. Хорошо. Пилы никогда не повредят. Блин, я не знаю, если просто спрыгнуть с путей, по-моему, ты сдохнешь. Нет? Да. Та-дам! Разметала. Ладно. Я понял. Прыгать. И плохо. Водка плохо. Супер Нинтендо хорошо. Давай здесь поднимемся. Ну, это хотя мало что изменит. По идее, все. Да, вот она записка. С этой стороны, если... Блин, я запутался. О, я справа спускался. Ну да, ты же просто оббегаешь ее с другой стороны и все. Ну, значит, что могу сказать? Пойдем к Джордяю, короче. Больше тут вариантов никаких. Может быть, его надо завалить, и с него что-нибудь полезное выпадет. Так больше я пока не вижу выхода. Я теперь, блин, судорожно вспоминаю, как его найти. По-моему... Ну, я куда-то вот так шел. Сейчас мы его... В общем, жердя и красная... Ну, дверь с красной кнопкой, по-моему. Не в ту сторону, только как это найти? Как это осуществить? Помню, что я его оббегал как-то со стороны. Давай здесь, да, вот собака. Я сюда должен зайти, вот в эту калитку. Так, жердя не тут. Угу. Давай попробуем сохраниться, короче, и выскочить вот здесь. Звонок снова. И все. И труба. Понятно. Прыгать можно, но не получится. Куда ищем этого журтреста? Получается, он должен быть с этих... Ну, с этой стороны путей. Сейчас соображу. С той стороны спускаться нормально, что ли? По-моему, я вот тут еще не спускался.
Сейчас чуть вниз. Дверь закрыта. Вот здесь я, помню, еще не спускался. Они-то взаимосвязаны, эти все штуки. Здрасте. Да, блядь. Дай зарядиться-то. Изъяну. Где? Сучара. Вот она еще смотрит. Что-то можно взять, что ли? Да нет. Ну уж нет. Угу. Тут все. Я походу просто так патроны просрал. Все. Она. Ай, ай-яй-яй. Бегом, бегом, бегом. Поднимайся. Что захрипело-то все? Серьезно? Как долго я буду на собак патроны тратить? Я думаю, тут нечего делать. Там еще третья псина ходит. Они сейчас у меня просто все патроны последние вытащат и все. Так, смотрим по карте, короче. Скорее всего, надо вот здесь спускаться. Да, вот где-то вот в этом районе. Здесь наверх. Да, вот он. Вот он жирный, поезд пассажирный. Давай сейчас его с дробаша пощелкаем. Попинаем, чё. Я хоть на патронах сэкономил. Козел. С него ничего полезного даже не выпало. Вы серьезно? Я рассчитывал на это. Плохо дело. Я думал, что с него что-нибудь полезное выпадет. Че это мы тут звеним? Блять, ну вас тоже тут не хватало. Хотя, по идее, если я правильно иду, тут должны, по идее, да, на самом деле мобы появляться. Значит, вроде все правильно, но... Почему именно сюда я должен идти? Вот это вот не совсем понятно. Придется так, походу, побегать. Ходят они, видишь ты? Сохранить. Ну давай сохранимся.
Не, ну правда, я вот рассчитывал, что завалить лысого, жирного этого, и будет счастье, но походу нет. Думал, с него что-то выпадет интересное. Печалька. Ладно, ребят, будем на эту серию заканчивать. Пишите, ставьте что-нибудь, подписывайтесь, сами все знаете. В общем, спасибо за просмотр, всем удачи и пока.